Судьба спинозавра. Глава 1. Юность спинозавра. Солнце поднималось над влажными равнинами древней Северной Африки, там, где широкие реки лениво разливались среди папоротников и хвощей, а воздух был тяжел от влаги и запаха теплой воды. Молодой спинозавр еще не знал, что станет гигантом этих мест, пока он был лишь длинномордым подростком, осторожным и голодным. Он держался у воды. Инстинкт тянул его туда, где в мутной глубине мелькали тени рыб. Его челюсти уже были вытянутыми, зубы острыми и коническими, но силы все еще не хватало для крупной добычи. Он учился, медленно и ошибаясь. Однажды он застыл у кромки реки. Поверхность воды дрогнула. Всплеск. Молодой спинозавр молниеносно опустил голову, но промахнулся. Рыба ушла, оставив лишь круги на воде. Он раздраженно зашипел, ударил хвостом по илистому берегу и отступил. Голод сжег изнутри. В тот день он поймал только одну, маленькую серебристую. Этого было мало, но этого было достаточно, чтобы выжить. С каждым днем он становился увереннее. Он учился ждать, не двигаться, сливаться с отражением тростника. Его лапы мягко ступали по илу, а глаза внимательно следили за движениями под водой. Иногда удача улыбалась ему. И тогда он жадно заглатывал добычу, чувствуя, как в нем просыпается что-то большее. Сила, хищник, будущее. Но река была не только его. Однажды вода перед ним вдруг взорвалась. Огромная пасть, усеянная зубами, вырвалась из глубины. Древний крокодилообразный хищник попытался схватить его. Молодой спинозавр отскочил, едва избежав смерти. Сердце колотилось, дыхание сбилось. Он понял, здесь нельзя быть неосторожным. С того дня он стал внимательнее. Он подбирал более тихие места, избегал глубокой воды и прислушивался к каждому шороху. Мир вокруг был полон угроз, крупных тероподов на суше и опасных охотников в воде. Но именно здесь, среди рек и болот, спинозавр находил свое преимущество. Шли сезоны. Его тело росло, спина постепенно поднималась в высокий парус, который ловил солнечное тепло. Его хвост становился сильнее, помогая двигаться в воде. Он все чаще заходил в реку, не боясь глубины. Однажды он уже не промахнулся. Рыба крупная и быстрая попыталась уйти в сторону, но челюсти сомкнулись точно. Вода вспенилась, и добыча оказалась поймана. Он удержал ее, не отпустил. И тогда впервые он почувствовал уверенность. Юность заканчивалась. Река больше не была лишь местом опасности. Она становилась его территорией. И где-то в глубине мутных вод уже скрывалась добыча, достойная будущего владыки. Глава 2. Тень над водой. Река изменилась. Она больше не казалась бесконечной и чужой. Теперь это была территория, знакомая до каждого изгиба берега, до каждого тихого заводя, где пряталась добыча. Подросший спинозавр двигался уверенно, почти бесшумно, и вода принимала его как своего. Его тело стало другим. Парус на спине поднялся выше, словно темный флаг над зарослями. А хвост приобрел силу, превращаясь в мощное весло. Он уже не боялся глубины. Наоборот, именно там он чувствовал себя хозяином. В мутной воде его силуэт исчезал, и только длинная морда иногда нарушала поверхность. Теперь он охотился иначе. Не торопился, не бросался вслепую. Он ждал. В одном из тихих заливов он заметил движение. Крупная рыба. Медленная, но осторожная. Спинозавр замер, опустив голову в воду, и стал частью реки. Прошли мгновения. Рыба приблизилась. Удар. Вода вспенилась, и на этот раз он не просто поймал добычу.
Он удержал ее, несмотря на отчаянные рывки. Челюсти сжались сильнее, чем когда-либо прежде. Это была победа, настоящая. Но с ростом силы пришли и новые опасности. Однажды он вышел на мелководье и почувствовал чужое присутствие. Воздух был наполнен запахом хищника. Вдалеке, на противоположном берегу, стоял другой теропод. Не такой, как он, сухопутный, мощный, с тяжелой головой и короткими передними лапами. Они смотрели друг на друга. Спинозавр не двинулся. Он знал, это не его битва. Его сила в воде. Медленно он отступил, шаг за шагом, пока река не скрыла его полностью. Там, где другие теряли преимущество, он становился опаснее. Вода обволакивала тело, и страх исчезал. Шло время. Он все чаще заходил глубже, нырял дольше, двигался быстрее. Иногда он ловил не только рыбу. Мелкие животные, подошедшие к воде, тоже становились добычей. Он учился использовать все – внезапность, силу, терпение. Однажды во время засухи уровень воды начал падать. Река сжалась, оставляя за собой цепочки изолированных озер. Добыча стала плотнее, но и опасность выросла. Теперь хищники сходились ближе к друг другу. В одном из таких водоемов он столкнулся с соперником своего вида. Тот был старше, крупнее. Они кружили в воде медленно и осторожно. Ни один не спешил нападать. Паруса отражались в мутной поверхности, словно два темных знамени. Напряжение росло, но бой не начался. Молодой спинозавр отступил первым. Не из страха, из понимания, еще не время. Он ушел, оставив за собой мутный след, и нашел новый участок реки, где вода была глубже и спокойнее. Там не было соперников, там была еда, там было будущее. Он уже не был детенышем, но и не стал еще властелином. Пока что он был тенью над водой, тихой, терпеливой и опасной. Глава 3. Вода и жизнь. Сезоны сменялись, и река снова наполнилась. Там, где раньше трескалась пересохшая земля, теперь плескалась глубокая вода, и взрослый спинозавр уже не скрывался. Он был частью этого мира, его силой и его тенью. Однажды он почувствовал не опасность и не добычу. Запах был другим. Он поднял голову, медленно втянул влажный воздух и замер. Где-то рядом был другой спинозавр. Не соперник, не чужак. Что-то иное. Он увидел ее на рассвете. Она стояла у кромки воды. Ее силуэт отражался в тихой глади. Парус на спине был чуть ниже, но изящнее. Движения осторожные, но уверенные. Она не убегала и не нападала. Они смотрели друг на друга. Мгновения тянулись долго, как течение реки. Он сделал шаг вперед, медленно, без угрозы. И она не отступила. Так началось их молчаливое знакомство. Дни шли, и они все чаще появлялись рядом. Иногда на расстоянии, иногда ближе. Они делили охотничьи места, не мешая друг другу. Временами их движения совпадали, словно река сама направляла их. Однажды он поймал крупную рыбу. Он не съел ее сразу. Вместо этого он оставил добычу у берега и отошел. Она подошла позже, осторожно принюхалась и приняла этот дар. С этого дня расстояние между ними стало меньше. Они двигались вместе вдоль реки, исследовали новые участки, отдыхали в тени зарослей. Иногда их паруса отражались рядом в воде. Два силуэта, не враждующих, а существующих рядом. Это не было похоже на борьбу или охоту. Это было другое. Когда пришло время, она ушла в более тихое место. Туда, где берег был мягким, а вода спокойной. Он не мешал, но оставался неподалеку. Она рыла гнездо. Земля разлеталась под ее когтями, и вскоре в укрытии из песка и растительности появились яйца.
будущее, скрытое от глаз. Она осторожно прикрыла их, защищая от солнца и хищников. Он стал тенью вокруг. Он патрулировал берег, не подпуская других. Даже крупные хищники держались подальше, чувствуя его присутствие. Он не уходил далеко, не рисковал без нужды. Время тянулось медленно, и однажды песок дрогнул. Маленькие движения, слабые звуки. Жизнь пробивалась наружу. Один за другим детеныши выбирались из скорлупы, неуклюжие, крошечные по сравнению с родителями, но уже живые. Он наблюдал. Это было странное чувство. Ни охота, ни борьба, ни страх. Что-то новое. Она осторожно подталкивала малышей к воде, показывая им путь. Он держался рядом, не вмешиваясь, но не уходя. Некоторые не выживали. Мир был слишком жесток. Но те, кто остался, учились быстро. Маленькие спинозавры делали первые шаги в воде, пытаясь ловить крошечную добычу. Повторяли движения взрослых. Иногда он приносил им мелкую рыбу, неумело, почти неосознанно, но этого хватало. Река приняла новое поколение. И однажды он понял, он больше не просто хищник. Он стал частью чего-то большего. Жизнь продолжалась. Глава 4. Время силы. Река больше не была просто домом. Она стала ареной. Взрослый спинозавр достиг пика своей мощи. Его тело стало тяжелее, мышцы крепче, парус на спине тянулся, как темное знамя над водой, а хвост рассекал течение силой, которой боялись даже глубинные хищники. Теперь он не отступал, он выбирал. В один из знойных дней вода стала мутной от движения. Крупная рыба, крупная добыча. Рыба длиной почти с него самого пыталась вырваться из заводи, где уровень воды стремительно падал. Он вошел в воду без колебаний. Удар был точным, челюсти сомкнулись. Но добыча оказалась сильнее, чем он ожидал. Она билась, крутилась, тянула за собой. Вода взрывалась брызгами, ил поднимался со дна. На мгновение он потерял контроль, рывок, скольжение, и она вырвалась. Поражение. Он остался стоять в мутной воде, тяжело дыша. Голод вернулся, но вместе с ним пришло и понимание. Даже сила требует точности. Он стал осторожнее, но не мягче. Однажды у узкого участка реки он встретил другого взрослого спинозавра. Тот не собирался уступать. Их паруса поднялись, тела напряглись, вода вокруг замерла, словно сама природа ожидала исхода. Они медленно сближались. Первый удар был резким, челюсти скользнули по боку, оставив царапину. Второй пришелся по хвосту. Мощный удар отбросил его в сторону. Он ответил, бросившись вперед. Их тела столкнулись, поднимая волну. Это была не охота. Это была борьба за право. Они кружили, ныряли, выныривали, пытаясь найти слабое место. В какой-то момент противник оказался быстрее. Его зубы сомкнулись на плече. Боль пронзила тело, и на секунду наш спинозавр замедлился. Этого было достаточно. Он отступил, не бежал, отступил. Поражение. Рана была глубокой, и он долго держался вдали от открытых мест. Он избегал столкновений, охотился осторожно, чаще выбирая мелкую добычу. Время силы оказалось временем испытаний. Но он не исчез. С каждым днем рана затягивалась, слабость уходила. Он снова чувствовал движение воды, силу хвоста и точность удара. И однажды судьба дала ему шанс. В узкой протоке, где течение сжимало пространство, он снова встретил соперника. Но на этот раз наш герой был готов. Он не стал нападать первым, он ждал. Когда противник бросился вперед, он резко ушел в сторону, нырнул глубже и ударил снизу. Челюсти сомкнулись на шее, вода вспенилась. Бой был коротким. Победа. Он не преследовал, не добивал.
Достаточно было того, что другой ушел. С этого дня его больше не испытывали так часто. Запах, следы, сама манера движения – все говорило о том, что он стал очень опасен. Но даже в силе он оставался частью реки. Он снова делил территорию с другими, снова встречал знакомую самку, уже реже, но спокойно. Молодые подрастали, и некоторые из них уходили, занимая новые участки воды. Жизнь не стояла на месте. Наш герой знал, победы приходят не всегда, и поражение – это не конец. Средний возраст был временем, когда сила встречалась с опытом. И только те, кто выдерживал это, становились настоящими хозяевами своего мира. Глава 5. Тихая вода. Река все та же. Но наш герой уже нет. Старый спинозавр двигался медленнее. Его шаги стали тяжелыми, дыхание глубже, а когда-то острые зубы теперь были стерты и не такие надежные. Парус на спине потускнел, местами изломался временем, словно изношенное знамя, пережившее слишком много бурь. Он больше не искал битв. Их находили другие. Молодые хищники появлялись на его территории все чаще, быстрые, резкие, полные силы. Они не всегда нападали, но и не отступали сразу, как раньше. Они смотрели на нашего героя иначе, как на того, чье время уходит. Он понимал. Однажды он попытался поймать рыбу, как раньше. Застыл, выждал, ударил. Промах. Вода сомкнулась, оставив только круги. Он не стал повторять попытку сразу. Просто стоял, глядя в мутную глубину, словно пытаясь вспомнить, как это делалось легко и без усилий. Голод приходил чаще. Он стал выбирать простую добычу, ослабленных, мелких, иногда даже падаль, если она попадалась. Это не было позором, это было выживанием. Но река все еще принимала его. Иногда старик уходил в глубокие тихие заводи, где вода почти не двигалась. Там было меньше опасностей, меньше конкурентов. Там он мог лежать часами, погруженный наполовину, чувствуя, как течение касается его тела. Однажды он снова встретил молодого спинозавра. Тот был силен, быстр, полон жизни. Они посмотрели друг на друга. Раньше это означало бы бой. Теперь нет. Старый хищник медленно отвернулся и ушел под воду. Молодой не стал преследовать. Он уже получил главное – место в этом мире. Старый свое уже отдал. Сезоны постепенно сменялись. Жара уступила редким дождям, вода поднималась и снова уходила. Жизнь вокруг не останавливалась, она просто шла дальше. Иногда он видел издалека других, возможно, своих потомков. Он не знал, но чувствовал. Река продолжает их так же, как когда-то продолжила его. Последняя охота была короткой. Мелкая рыба, неглубокая вода, тихий всплеск. И на этот раз он поймал ее. Не быстро, не красиво, но достаточно. Он съел добычу медленно, без спешки. Солнце клонилось к закату. Он вошел в воду глубже, чем обычно. Течение было теплым и спокойным. Старый спинозавр лег, позволив воде обнять его тело. Впервые за долгое время не было ни голода, ни боли, ни напряжения. Только тишина. Река продолжала течь. Понравилось видео? Ставьте палец вверх и оставляйте комментарии. Подписывайтесь и не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые и интересные видео от канала Реальное Нереальное.